Здорово, танкисты! Всем привет! С вами Серега, с вами Индамит. Сегодня у нас очередной смотр танков нашей любимой игры Мир танков от Last Game. Сегодня у нас песок, сегодня у нас 5-й левел, ЛТшка немецкая, проходная прокачиваемая ветка Леопард ВК-1602. Вот такой вот буту, кстати, вот по размерам он выше там большинства ПТ-САУ. Поэтому сами понимаете, что это за ЛТшка размером с ПТшку. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если до сих пор не сделал. Но мы с вами начинаем и пойдем сначала посмотрим броню. Может, вдруг броня есть. Размеры-то большие. Итак, господа, коллижн модель нашей ВК-1602 Леопард. Ну и давайте глядеть. Ага, 79. Это ЛТ, а у нас почти 80 миллиметров брони на пятерке. Нифига себе ЛТ. 64-67 ВЛД, надгусеничные, ребят, по 75. Вот, основная бронеплита башни 52, маска 50, там 98. Ну, по-всякому есть, да, боковое бронирование 30-40, слабо. Соответственно, у нас крепкая ВЛД, крепкие надгусеничные полки, как для 5-го левела. Очень странная ЛТшка, плюс габариты. Брони-то по сути нету все равно, но вот эти места заслуживают нашего внимания. По основным модулям, понятно, ЛТшка нам нужна подвижность, движок качать, ходовую рацию надо передавать данные засвета союзникам. То есть это даже без вопросов все качаем. Интересует наша пушка, вот эта 5-й левел, да, топовая, да, с альфой в 70 на основном и голдом, 90 на фугасе. Пробитие сотка, 130 на голде, 25 на фугасе. Зато на стоке эта пушка заряжается 2,3 секунды, очень быстро. ДПМ 1800, как для пятерки, это круто. 0,39 точности, вроде как не самая в цифрах хорошая, но не знаю, удивительно, на этом танке снаряды очень неплохо в цель ложатся. Вот, очень комфортное время сведения, опять же, на стоке 1,7 секунды. Касаемо оборудования, поставил сюда турбину, просветленку и малошумную систему выхлопа. И вам рекомендую придерживаться этой схеме оборудования. По снарядам основной бронебойный летит 835 метров в секунду. Голда у нас подкалиберная летит 1044, это круто. Вот, фугас летят так же, как и бронебойный. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я поставил доп-паёк. Доп-паёк для ЛТшек очень важен, и для этой не исключение. 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь в целом по плюсам и минусам конкретно по этой ЛТшке. Больше всего мне не нравится то, что габариты. Вот сейчас поедем в бой скоро. Увидите, что по высоте данный танк превосходит многие тяжелые танки, средние и ПТ-САУ. То есть он огромный. Что это за ЛТшка, когда не во все кусты ее можно спрятать? Это первое. Второе. Ширина танка. Тоже такое ощущение, что взяли тяжелый танк, поставили ему маленькую башню, облегчили толщину брони, разрезали тяжелый танк пополам, вот, собрали поплотнее катки, вот, натянули гусеницы, получилось половина тяжелого танка, только бронелисты тоненькие. То есть, что я имею в виду? То есть, это огромный толстый бутузик, этот танчик. И, как по мне, блин, где-то его спрятать в кусты будет иногда проблемно на самом деле. Это первое. Второе, по подвижности. У нас неплохая, в принципе, подвижность. 54 вперед, 24 назад. У нас там 27 лошадей на тонну удельную мощность, но танк все равно туговато набирает свою максималку. 64 у нас здесь не 72, 64. Мог бы и побыстрее набирать максималку, но разгоняется он туговато. Может быть, как раз это связано и с размерами корпуса. Это касаемо подвижности. Касаемо огневой мощи, у нас даже есть УВН на минус 10. Но это спереди их нету, ребята. УВН на минус 10 только вот в этих углах. Вот видите выемки? Вот выемки. Вот в этих углах пушка опускается. Спереди, по бортам вот здесь нет. То есть я даже не знаю, сколько спереди по бортам, но вот эти минус 10 только в этих углах. Это второе. Дальше. По незаметности. 41 есть процент. И это в принципе-то неплохо. Учитывая, да, это неплохо на самом деле, учитывая наши размеры. И по обзору, ребят, 456 метров. А вот это явно из-за того, что танк высокий. Такой хороший обзор. Ну, понятно, да, просветленка еще наша дает. В принципе, есть сильные стороны и слабые с точки зрения размеров.
Вот размеры для ЛТ не понимаю. Надо ехать в бой, разбираться. Давайте уже смотреть, собственно, как себя ведет на поле боя наш Леопард. Поехали. Так, ребята, обзор боем Леопард, ЛТшка немецкая, 5-го левела. Проходная прокачиваемая ветка. Так, куда поедем? Ну, это как наш учебный полигон. Только мишени отстреливаются. Ничего сложного. Так, пока не светимся. Есть пробитие. Лови еще. Броня. Ну, конечно. Есть попадание. О, как бы сразу. Да пробейте ему уже. Ну, еще. Есть пробитие. Нормально, раздамажили все. Т-34 где-то только тут, да? М-м. Броня не пробита. О, как бы сразу. Ну, еще. Так, ребят, сумма 1400. На самом деле это хорошо. На самом деле-то это хорошо. О, как бы сразу. Отличный выстрел. Есть пробитие. Лови еще. Твой дозор ДПМ пушечки-то, ребят, да? Слушайте, 9-2 выигрываем, 1700 сумма. Нормально. АВшку сейчас снесут, я думаю. Тут 76 надо распарнуть. Иди-ка сюда. Ну, еще. Это душок. Все, родной. Отдыхаешь. А вот последний, едем к нему. А его еще, наверное, авто и заберут. Все, летим. Ребята, 1200 на свет. 200 сумма, ребят, даже 2200 сумма. Ух ты. Какой нам нравится. Ты гля, от меня под все стволы уехал. Вот лишь бы я в него не стрелял, он просто под все стволы рванул из кустов. Охереть, танкисты.
2200 сумма. Нормальная подвижность, ДПМная пушка. Кстати, точная пушка и ДПМная. Да, интересное орудие. Слабое, конечно, бронепробитие, даже на голде, честно говоря. Но как-то туговато она едет. И размеры. Вот эти конские размеры. Не во всех кустах спрячешь эту тушку. Прям реально. Ну, это же надо было такие размеры. 4-е место по урону. А мы на ЛТ играли. Да. И у нас вот еще ассист. 1243. Насветили, да. Мы же светляк. Ну, по 5-бальной системе 3 больше не поставлю из-за размеров и подвижности. Для меня ЛТшка это должна быть ЛТшка. Маленький корпус, лютая подвижность желательно, да. Все, можно ездить, светить и прочее. На этом туговато светить, потому что едет он как-то, мне кажется, туговато. Не знаю, может, мне кажется. Ну, такое себе. ЛТ. Ребята, пишите комментарий, что вы думаете по Леопарду. Как вам вообще этот агрегат? Вот какой вы используете. Может, другое оборудование используете, тоже пишите. Как по мне, ну, хуже чуть среднего. Наверное, так. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайки. Я говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.